Значит, проблема номер один сегодня, проблема, которая больше всего волнует украинцев, Украину, а, она связана с, Такером Карлсоном, который высказал сомнения по поводу того, что это сделали в Каховке, российские войска. И такая, знаете, волна просто какая-то. И связанный с этим вопрос некоторого, заметного охлаждения, в Соединенных Штатах по отношению к Украине. Я это во всяком случае чувствую, и многие люди, которых я уважаю, вдруг начали, косвенно, конечно, демонстрировать усталость, что ли, от этой ситуации. Вот 71 миллион просмотров у, Такера Карлсона, его вот этого первого, выступления в формате "Твиттера". Он он скоро Навального догонит с 200 просмотров. 200 миллионов, да. Спасибо за вопрос. Тема очень грустная. Я позволю себе немножко зайти издалека и начать с того, что на прошлой, если не ошибаюсь, или на позапрошлой неделе вышло расследование Bellingcat, из которого следовало, что президент Зеленский нагло врал, просто смотрел в камеру и нагло врал, рассказывая всемирному сообществу и своим избирателям о том, что он, президент Зеленский, не слил, не закончил преждевременно операцию по так называемым вагнеровцам, так называемый Вагнергейт. И врал он, Зеленский. Это история 3-летней или 4-летней давности, я точно не помню. Это никакого отношения к сегодняшним событиям не имеет. Почему Bellingcat об этом взялся говорить сейчас, непонятно. Но, тем не менее, история всплыла. И Зеленский врал, прекрасно понимая, что нормальный, моральный человек скажет простую вещь. Но не будет же он мне так нагло врать. И именно поэтому Зеленский нагло врал. Прошло время, и летом прошлого года взлетело на воздух. Это была огромная экологическая катастрофа. Слишком много вылетело метана. 3 из 4 веток, насколько я понимаю, этого самого Nord Stream. После чего украинское правительство вот с таким же пионерским честным лицом сказало, что это не они, а что это все сделала Россия. Хотя были тогда уже у того же Такера Карлсона здравые, логичные вопросы, зачем России взрывать собственный газопровод, если они могут просто перекрыть краник на одном конце этого газопровода, да? Но тем не менее мир в это поверил. Еще раз мир в это поверил. И на прошлой неделе, на этой неделе уже, в понедельник, вышла статья в Washington-Post, говорящая о том, то есть статья – это продолжающийся слив этого самого Джека Тушера. То есть Джек Тушер уже сидит, а слив продолжается. Вот, говорящая о том, что Украина и непосредственно Зеленский организовывали взрыв газопровода, говорящая о том, что Соединенные Штаты Америки и ее разведка об этом знала, об этом готовящемся взрыве, а потом впоследствии произошедшем. И вы понимаете, есть в Америке такая поговорка «обманите меня первый раз, позор на вас, обманите меня второй раз, позор на мне». И на какой-то момент американская общественность, причем общественность, я не говорю сейчас в данном случае о Такере Карлсоне, к нему мы сейчас вернем через секунду, а общественность достаточно либо нейтральная, либо проукраинская, к кое я отношусь, то есть те люди, которые реально находятся на стороне Украины и украинской борьбы за собственную независимость, тут нет никаких сомнений и вопросов, возникает вопрос, а сколько можно нам продолжать врать? То есть я абсолютно не утверждаю, что я знаю, что кто-либо вообще знает, за исключением, наверное, 5 человек, кто взорвал эту Каховскую дамбу. Можно секундочку прервать по поводу, газопровода? Там была все-таки, я позволю себе защитить Зеленского, там была все-таки достаточно разумная, версия о том, что у Путина были соглашения с западноевропейскими странами, которые
необходимо было соблюдать и которые предполагали серьезные штрафные санкции. И, как во всяком соглашении, форс-мажорные обстоятельства прерывают это соглашение. То есть там как-то мотивация была основана вот на этом. Путин взорвал газопровод для того, чтобы начать шантажировать западноевропейское сообщество. И то, что касается Каховки, ну, в общем, уже нет сомнений в том, что это сделала российская армия, и, насколько я понимаю, американские спецслужбы готовятся сделать по этому поводу заявление. Вот проблема заключается в том, что в случае с газопроводом американские спецслужбы сделали заявление, и мы им поверили. Теперь мы читаем Вашингтон-Пост. Давайте, мы с вами живем на Западе. Если опровержение статьи Вашингтон-Пост не последовало, это означает, что ее информация считается авторитетно непререкаемой. Если Белый дом считает, что все, что Вашингтон-Пост, это не Филькина грамота и не газета «Правда». Все, что Вашингтон-Пост, левая она там, какая бы она ни была, такого уровня материала, это редакторская статья, это не мнение что-то, это редакторская статья, эксклюзивная, говорит о том, что «Северный поток-2» взорвал Зеленский, лично он руководил этой операцией, это говорит о том, что нам соврали. Вы спрашиваете простой вопрос, почему Запад перестал поддерживать, потому что перестал доверять. А перестал доверять, потому что нам врут. То есть, люди не хотят, чтобы им врали, то так они глупо устроены. Люди почему-то уважают себя и хотят, чтобы им говорили правду. Вот так устроены люди на Западе. И поэтому при всей огромной поддержке и уважении к тому, что делает украинский народ, возникает ряд существенных, очень существенных вопросов к тому, что делает президент Зеленский, потому что он часто врет. Вы слышали вчерашнее заявление, довольно сильное, Зеленского о том, что он не хочет принимать участие в театральном действии, имелось в виду вот это новое совещание по НАТО? Я этого не слыхал. Давайте вернемся к Такеру Карлсону. Значит, что здесь происходит? Такер Карлсон абсолютно всегда был пророссийским. Тут сомнений нет. Наложилось ряд факторов. Наложился тот фактор, что у него забрали шоу. Или там закрыли, прогнали, уволили, как угодно. Вот. О том, что он самый популярный американский телеведущий, то есть он им был до начала всех этих событий. То есть Такер Карлсон, самый популярный американский телеведущий с аудиторией в 70 миллионов просмотров, остался без работы. И вот у него первое выходит шоу, это скандал, это политический скандал, потому что выходит шоу на Твиттере, и тут вопрос, решает ли он контрактные договоренности с Fox News или нет. Потому что, с одной стороны, он частное лицо, которое готов высказывать свое мнение бесплатно на любой платформе социальной. А с другой стороны, он с ними вступает в конкуренцию. Тут много завязано нашей американской интриги. Несколько часов назад Fox News начала процесс против Такера Карлсона по поводу нарушения контракта. Безусловно. И я абсолютно уверен, что Такер Карлсон взял месяц паузы, чтобы запастись юристами и юридической помощью, чтобы с его точки зрения выиграть этот процесс. Это будет интересный процесс. В любой ситуации все мы, живущие здесь, понимаем эту интригу, понимаем этот конфликт, понимаем этот скандал. Поэтому все с нетерпением ждем первый выход Такера Карлсона на Твиттере. Тут есть другая интрига. Твиттер, который себя объявил нейтральной платформой без цензуры, занялся цензурой Бена Шапира и его документального фильма. И все ждали, будет ли подвергаться цензуре Такер Карлсон. То есть много было здесь уже построено ожидания и интриги. И поэтому первый его выпуск, который собрал меньше, чем за 24 часа больше 70 миллионов, то есть больше 70 миллионов американцев посмотрели передачу о том, что Зеленскому доверять нельзя. И Такер Карлсон очень умело вплел взрыв газопровода. И то, что Америка тогда слепо, не критикуя, поддержала позицию Украины. И сейчас в одну кучу. И вот теперь пойди разберись в этой куче дерьма, что в ней правда, а что в ней неправда.
Вот. И следующее. Есть, кроме Такера Карлсона, другое количество огромных, влияющих, то есть Джордан Би Питерсон, Бен Шапира. Это люди, у которых миллионные аудитории. Это люди, которые формируют мнение общественное мнение американцев. Все они выступили с разной степени аккуратным заявлением о том, что не все так однозначно. Никто не говорил так жестко и так прямолинейно, как Такер Карлсон, но тем не менее ни один из них не сказал вслух, что они считают, что дамбу взорвали русские, и тут нет вопросов. Вот это сформировало и продолжает формировать общественное мнение здесь, в Америке. И я глубочайшим образом считаю, что это очень опасное развитие событий для Украины, и самое лучшее, что может произойти для России. То есть застрелили сами себе в ногу, причем застрелили себе в ногу не сейчас. Застрелили себе в ногу вот тогда с тем газопроводом. Когда взрывали газопровод, и при этом говорили, что делали мы не мы, а русские. Давайте мы называть вещи своими именами. Все мы помним Bay of Pig. Американцы послали на Кубу кубинских этих белогвардейцев с тем, чтобы сделать антисоциалистическую революцию. При этом все это провалилось, и что делает американский президент? Выходит и говорит, что это его ответственность, что это на нем. Президент Кеннеди, только что избранный на тот момент, он был там в Белом доме меньше 2 недель, что это все на нем, что это его ошибка, это его прямое указание не давать авиацию, которое привело к этой катастрофе. И он просит кубинский и американский народ себя простить. Мы к этому привыкли. Мы не привыкли, когда нам лгут, причем когда нам лгут главы государств, которые мы содержим. Нам это непривычно, и по каким-то странным причинам нам это оскорбительно. Нас это оскорбляет. Поэтому произошло то, что произошло, и с точки зрения борьбы за поддержку Украины, это был огромный damage. И именно не то, что взорвалась Каховка, а то, что в предыдущий раз был похожий прецедент. Вот такой у меня вам ответ на ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы ощущаете вот эту ситуацию с не наступающим контрнаступлением? У меня полное ощущение того, что в руководстве Украины возникло понимание, что это очень опасно начинать большую операцию в условиях, когда за спиной стоит не надежный партнер, друг, а стоит тот, кто может в любой момент подвести. Мне кажется, с этим связана вот эта задержка и откладывание по существу наступления, контрнаступления. Спасибо еще раз. Еще один очень интересный, меня сильно волнующий вопрос, на который я довольно много размышляю. Как-то вы так попадаете в те болевые точки, которыми я действительно озабочен. Значит, давайте начнем с языка цифр. До конца этого финансового года украинской помощи из американского бюджета осталось ровно 5 миллиардов. Это в аккурат те же самые 1,5 миллиарда в месяц, которые, собственно, до этого и практически все время они и были. Что будет дальше, непонятно. На фоне сложнейших переговоров об урезании бюджета, которые только что закончились, республиканцам будет не так легко прийти к демократам, или наоборот, и попросить сделать исключение для Украины. То есть мы урезаем пенсии, мы урезаем бюджет для наших ветеранов, мы урезаем welfare, мы урезаем, там много чего мы урезаем, но при этом для Украины мы урезать не хотим. Очень, то есть это не говорю, что... Сомнительно. То есть я не говорю, что есть, то есть что будет, то будет, мы будущего не знаем. Но то, что Белый дом однозначно дает понять, что существенное увеличение поставок наступательного вооружения после этой, то, что я называю Великой Куликовской битвы, не будет. Сколько мы вам дали, а дали очень немного, особенно Соединенные Штаты Америки, настолько и воюйте. И поэтому дилемма, перед которой стоит Украина, украинское общество, это ва-банк. Это поставить все на кон. Пан или пропал. Это опасно. И это опасно.
То есть в ситуации, когда наступление не достигает поставленных целей, это обрушивает мораль, это обрушивает боеспособность и, возможно, контратака, контрнаступление. Вот то, что сейчас Россия, то, что сейчас Украина делает, это не контрнаступление, это просто наступление. А вот на гребне захлебнувшегося или несостоявшегося наступления, вот это называется контрнаступление. Маневр в мировых войнах очень хорошо известный. Когда заманивают противника в ловушку, а потом, учитывая тот факт, что у них не построены оборонные позиции, армия врага идет в контрнаступление on the heels, как у нас говорят, то есть по пятам отступающего, только что до этого наступающего воинства. И это очень опасная ситуация. И те аналитики военные, мнения которых я прислушиваюсь и уважаю, в один голос говорят, что лучше подождать. То есть ситуация, время в среднем промежутке работает сейчас на Украину. По крайней мере, Украину к концу лета должны приехать, если не соврут, абрамсы. Это не решающее оружие, но это важно. Это самые тяжелые танки в мире. К тому времени, хочется верить, придут какие-то самолеты. Ну, то есть, как бы ситуация к концу лета может быть более выгодна, нежели сейчас. Поэтому, мне кажется, вот так сильно разрекламированное здесь, на Западе, наступление, а сейчас открываешь любую газету, и все идет там ожидаемое весеннее наступление. Ну, уже не сказать, что на весеннее, но середина июня на календаре. Вот, поэтому точно уже не весеннее, то есть ожидаемое летнее наступление, надо говорить. Вот, оно может и последует, но я абсолютно уважаю Залужного и военно-политическое руководство Украины, которое не спешит. То есть, если у них есть политическая возможность не спешить, то, по-моему, мне кажется, там не бойся, как военный стратег, что это правильное решение. Хорошо. Теперь чуть-чуть о политике. Политическая позиция Украины, политическое взаимодействие с Соединенными Штатами, с Европейским Союзом, сопровождается какими-то очень серьезными напряжениями. Вот последнее заявление Зеленского резкое, невежливое, почти не дипломатическое относительно того, что он не хочет принимать участие в политическом театре, когда речь идет не о помощи Украине, со стороны НАТО, а действительно каких-то очень демонстративных действиях. Не кажется ли вам, что Украина чуть-чуть проигрывает именно такую политическую борьбу за свою поддержку? Во-первых, мне кажется, то есть я так считаю, то есть тут вопрос кажется, не кажется неуместным, я так считаю, да, я с этим согласен. Но я бы поменял слово не Украина, а офис Зеленского. Как раз Украина, как страна, как группа патриотов, борющих за свою независимость, на Западе продолжает вызывать и вызывала все время огромное восхищение. И именно это восхищение во многом и обеспечивает поддержку Украины. Сейчас один мой близкий друг, который американец, возил очень высокопосаженную делегацию в Украину из Америки. Американских политиков, американских бизнесменов очень высокого уровня. И основной вопрос, который они задавали, встречаясь с украинской общественностью, насколько вы готовы пойти на компромисс? И они уехали ошеломленные тем, что совершенно в искренних беседах, никто их там не научил так говорить. Было очевидно, что люди говорят искренне. 100% людей, с которыми они общались, вплоть до людей на улице, говорили, что мы не пойдем ни на один компромисс, не дадим ни клок нашей территории, мы будем защищать все до конца, мы не передадим эту войну нашим детям. Вот это ошеломляет. Поэтому конкретно Украина ведет себя, как украинский народ, как украинские люди, как украинские, то есть общественность, ведут себя удивительно чистоплотно и честно, и это вызывает здесь на Западе восхищение. Вот. Я бы использовал все-таки термин «отчаянно», потому что мы с вами понимаем, при всей гордости за свою страну, за своих защитников, все-таки Украина платит непомерную плату за
в этой войне за то, чтобы оставаться независимым государством. Я с вами согласен, но мы говорим об альтернативной истории. Никто же не знает, что будет в будущем, если бы Украина так себя не вела. То есть никто не знает, что размажем эту историю манной кашей по тарелке еще на 50 лет, сколько в итоге погибнет лет за эти 50 лет. Когда-то Украина приняла решение подавления Барака Обамы не вступать в военный конфликт в 2014 году, когда отжали Крым без единого выстрела. После чего возник Донбасс. А может быть, тогда нужно было бы вступить в военный конфликт, и да, погибли бы люди, но в конечном итоге на сегодняшний момент количество разрушений погибших уже было бы меньше. То есть мы не знаем будущего, мы не можем говорить, отчаянна ли эта позиция или она закономерна. Но в любой ситуации эта позиция у западного обывателя, у западного жителя вызывает почтение и уважение. Вот. И именно на этом почтении и на этом уважении построена вся западная помощь. То есть именно вот это уважение к украинскому народу ассоциируется с Зеленским. То есть Зеленский как политик мне лично представляется достаточно слабым политиком, но вот это вот огромный кредит доверия, в прямом смысле, кредит доверия к украинскому обществу, который олицетворяет для большинства западных жителей Зеленский, олицетворяется Зеленским. И при этом Зеленский ведет себя в основном, ну не в основном, но достаточно давно, как примадонна. То есть его политическое поведение, я говорю не его только лично, его кабинета, его офиса, его антуража и так далее, оно вызывает удивление. Окружение, да. Ну, то есть, начиная с того, что здесь обсуждают странную фотографию. Сидит Байден и Блинкен, а напротив сидит Зеленский и Ермак. А министр иностранных дел Украины сидит на диванчике сзади, на втором плане в кроссовочках. Здесь это обсуждают, нам непонятно. Здесь это считается оскорблением нашего офиса. То есть поверьте мне, что у президента и обитателя Белого дома тоже существует секретарь офиса. Есть такая диспозиция. Chief of Staff. Но почему-то в международных переговорах принято участвовать министром иностранных дел. Поэтому, когда Блинкена посадили напротив секретаря офиса, для большинства американских обывателей, как и политиков, это непонятно. И Зеленский не может этого не понимать. То есть, не настолько он глуп, чтобы не понимать, что нельзя прийти со своим секретарем. Это просто человек, который обеспечивает чернила у тебя во авторучке и то, что были в картридж в принтере. Понятно, то есть больше, чем это, я утрирую, но тем не менее. То есть существуют мировые протоколы, на которые Зеленский просто их игнорирует. Нет, здесь это очень мелкий вопрос, именно поэтому я позволю себе не согласиться с вами. Госсекретарь – это тоже не министр иностранных дел. Госсекретарь, который выполняет функцию министра иностранных дел в Соединенных Штатах. Я думаю, что это приемлемо, то, что происходит. Да. У нас есть четкий паритет, да, у нас не называется он министр, у нас вообще нет ни одного министра, у нас все секретари. Вот, но по функции это министр иностранных дел, если посмотрите любой другой протокол, о чем мы говорим? Когда Зеленский пришел в Белый дом в конце прошлого года в зеленой футболочке и одетый не по протоколу, все же прекрасно понимают, что он же не сбежал из окопа и не успел принять душ. То есть существует некий принятый протокол. То есть на это смотрит здесь косо. Он переигрывает. Если он актер, то у актеров есть хорошее объяснение того, что происходит. Зеленский переигрывает. И Зеленский не построил взаимоотношений с Байденом, несмотря на все, что вам там кому-то в Украине это могут рассказывать. Байден очень прохладно на личном уровне относится к Зеленскому. Он его терпит и делает вид, что с ним в хороших отношениях, потому что американская общественность ассоциирует популярность украинских патриотов с популярностью Зеленского. Соответственно, Байден не хочет идти на конфликт, но личных взаимоотношений там не существует. А они в международной политике очень важны. Там есть еще одно обстоятельство. Зеленского поддерживает, Украину поддерживает Великобритания, поддерживала и Польша, и страны Балтии поддерживали
еще тогда, когда Соединенные Штаты Байден говорил о том, что никакого смертельного оружия Украине давать нельзя, и даже против джавелинов возражали, когда Великобритания поставляла их самолетами. Там есть еще и этот момент. Тут это многогранная штучка. Вот. Но говоря о правительстве, вопрос был о чем? Не считаю ли я, что Зеленский не оптимально разыгрывает свою внешнеполитическую карту? То есть он ее не разыгрывает супер плохо. Ну, нет, так вопрос не стоит. Но он ее разыгрывает достаточно неоптимально. Ну, то есть та же история израильско-американских взаимоотношений говорит о том, что израильтяне в очень похожей ситуации, ну вот в очень похожей ситуации, когда будущее Израиля зависело от поставок американских вооружений, добивались гораздо больших успехов, несмотря на четко выраженные антисемитские отношения большей части американского народа к Израилю. То есть Украине не нужно бороться за симпатии к себе. Эти симпатии существуют. Израиль боролся, учитывая антипатии к Израилю, антисемитские обычные антипатии, плюс разжигание вот этой вот там израильской военщины мочит арабскую деревенщину. Это все было. Тем не менее, они умудрились, израильтяне, построить так внешнеполитические отношения с Соединенными Штатами, что, несмотря на любую смену президента, они получали необходимый уровень поддержки, даже при Бараке Обаме. И это было сделано во многом с учетом вовлечения в эти отношения диаспоры израильской. Над украинской диаспорой смеются клоуны Зеленского. Вот когда Илларионов и Табах, и там группа лиц выходит к Белому дому с требованием ленд-лиза, их шельмуют, над ними смеются, тем самым не понимая, что они полностью то есть отторгли любое желание украинской диаспоре помогать Украине. Потому что если тебе смеются в лицо за твое желание помочь, ну, простите, ну, сколько останется этого желания помочь? А люди по-прежнему выходят к Белому дому и по-прежнему устраивают пикеты и требуют ленд-лиза. Вот, поэтому тут Зеленский ведет себя, ну, очень странным образом, то есть, ну, далеко, как мне кажется, не самый дальновидный политик. То есть, ну, не хватает у него вот ни образования, ни шарма, ни видения, ни честности, ну, человеческой харизмы. Он не производит впечатление харизматического человека, вот человека, которому хочется помочь. Он производит впечатление человека, который все время на что-то жалуется и обижается. Ему хочется сказать, на тебе, что ты ходишь, только не гундось. Вот такое впечатление он производит здесь, на Западе. Хорошо, спасибо большое, Сергей. Как всегда, прекрасная экспертиза. Благодарю вас. Спасибо, что пригласили. Спасибо еще раз.